Все фанаты аниме, приблизьтесь поближе к экранам, потому что сегодня в игре мы будем создавать аниме. Итак, всем привет! На столе у меня сегодня Джисоги. Это игра, где вы будете создавать сценарии для аниме, рисовать их и выпускать для того, чтобы все люди могли посмотреть. Будете набирать популярность и, конечно же, не забывать про то, что студия должна приносить деньги. Или вы не получите победные очки и не выиграете в этой игре. По сюжету игры огромная студия аниме, которая долгие годы выпускала много-много разных продуктов, обанкротилась. И теперь рынок заполнен людьми, которые были уволены из этой компании. Но без аниме жить невозможно, и поэтому маленькие студии выходят на первый план. Вы будете руководителем одной из маленьких студий, которая пытается, соответственно, завоевать свое место на этом поприще. По истории этой игры огромная компания, которая производила огромное количество аниме, обанкротилась, и менеджмент ее решил, что ее нужно разделить на много маленьких компаний и поставить на них новых руководителей. Вам достается маленькая компания, производящая аниме, с 4 сотрудниками, которые выгорели, которые очень расстроены после того, как огромная компания развалилась. И теперь вам предстоит поднять с нуля, можно так сказать, этот бизнес, рисовать крутые аниме, выпускать их и зарабатывать популярность. Это игра на размещение рабочих, где у каждого рабочего будет свое назначение, своя роль. При этом изначально у вас их будет 4, позже вы сможете взять рабочих больше, вы сможете взять продвинутых рабочих, которые не выгоревшие, такие как ваши изначально, они будут иметь определенные дополнительные способности, будут приносить вам больше дохода, будут приносить вам больше различных карточек, и вы будете постепенно набирать себе все, что необходимо для создания крутого аниме. В частности, вы возьмете себе, сделаете сценарий из 3 частей, из его сеттинга, из его задумки, его основного сюжета и сюжетного поворота, добавить туда красок, иллюстраций художников и в конце концов выпустите какую-нибудь картину, и если она попадет в тренды или станет культовым продуктом, то вы получите за это больше победных очков. В этой игре есть свои фишки интересные, про которые, конечно же, расскажу в сегодняшнем обзоре. Давайте потихонечку разбираться, как играть в Джисоги. Итак, изначально у каждого из вас есть студия, в которой нет ничего, кроме 4 сотрудников выгоревших. Они выглядят вот так вот. Это карточки 4 разных цветов, они без особых способностей. У нас есть, соответственно, сценарист, у нас есть продюсер, у нас есть художник и у нас есть директор. Отличаются они тем, что сценарист, продюсер и художник могут ходить и выполнять определенные действия на игровом общем поле, только те, которые соответствуют их профессии. А вот директор, скажем так, это некий Джокер, который может пойти куда угодно. Он и чтец, и жнец, и аниме-рисовец. И поэтому он сможет ходить куда угодно и выполнять те функции, которые нужны были бы от других ваших сотрудников. При этом вы сможете рано или поздно нанимать новых сотрудников, но обо всем поговорим сейчас постепенно. Это игра на размещение рабочих, поэтому проще всего объяснить ее будет по функциям, которые есть у нас на игровом поле в клетках для этих самых рабочих. Итак, у нас есть вот этот вот планшетик маленький. Вообще, в принципе, я хотел отметить то, что в игре, скажем так, модульное поле, то есть у вас нет одного большого планшета, и поэтому в зависимости от того, какой ваш стол, там, прямоугольный, квадратный и так далее, вы сами сможете разложить различные компоненты таким образом, чтобы вам было удобно играть. Это, в принципе, прикольная штука. Так вот, у нас есть основное игровое поле, и у нас изначально есть 4 сотрудника. В свой ход каждый игрок будет делать всего лишь одно действие, то есть он будет выбирать одного из своих сотрудников и отправлять его на игровое поле. Игра проходит в 3 фазы, и первая фаза – это фаза, соответственно, вот этих вот действий, когда вы будете отправлять своих сотрудников, чтобы что-то получить. Вторая фаза – это фаза релиза, это когда вы будете снимать аниме конкретно. И третья фаза – это фаза поддержки, в которую вы будете готовиться к следующему раунду, очень важная фаза, чтобы у вас все обновилось. В конце игры вы почитаете победные очки, то, сколько у вас их есть, минус то, сколько вам положено будет по долгам вычесть, и тот, у кого больше всего победных очков, тот победит. Но про победные очки мы поговорим отдельненько, потому что здесь интересная система с тем, что у вас есть лимит на 29 победных очков в игру. Итак, что нам предстоит делать? В свой ход игрок выбирает одного из своих сотрудников и отправляет его на это игровое поле. У нас здесь есть 2 зеленые клетки, 2 красные клетки, 2 бирюзовые клетки и черная клетка. Черная клетка отличается тем, что в нее может пойти любой сотрудник, и, как я уже говорил, директор может пойти в любую клетку. Эти клетки дают нам следующее. Пошли сюда, и вашего художника отправили на аутсорс, то есть зелененького, и он просто получил себе 4 монетки. Но у каждой клетки есть специфический такой вот блок, обведенный красной рамочкой, и этот блок говорит о том, что если вы отправляете в эту клетку сотрудника, который
не выгоревший, то есть сотрудник, которого вы уже приобрели, а приобретать их можно либо будет отдельно выкладывать дополнительных сотрудников себе, либо закрывать те, которые у вас уже есть, тем самым поднимая, скажем так, настроение вашего сотрудника и делая его больше профессионалом в своей области, то вы получаете еще и то, что написано вот в этой красном блоке. В данном случае вы получили бы себе один жетончик мерча и положили бы его сюда. Если бы мы отправились бы вот сюда, мы получили бы себе краски. Но под краски есть определенные условия. У нас есть здесь вот жетончик красок. Это, скажем так, художники начинают рисовать аниме. И художники не могут фактически начать рисовать аниме, если у них нет ничего по сценарию. То есть, что, просто так рисовать что-то, что мы не знаем что. Поэтому для того, чтобы положить себе хотя бы одну красочку, у вас должен быть здесь хотя бы один кусочек сценария, чтобы ваши художники уже знали, что рисовать. Чтобы положить вторую красочку, нужно 2, и положить красок больше, вложиться больше в иллюстрирование вашего аниме, нужно уже хотя бы 3 куска сценария здесь. При этом, если вы положили хотя бы один кусок сценария себе на планшет, то, сорян, снять его обратно будет нельзя, уже все пошло в продакшн. Вот это называется зона аниме in production, то есть аниме в производстве. Однако у вас есть еще склад, где вы можете хранить свои запасные кусочки сценариев и потом раскладывать их как хотите, когда вам это придет необходимость. Третье, соответственно, можно отправиться побазарить со знакомыми людьми, со знаковыми персонажами и так далее, и взять себе 2 специальные карточки. Эти карты очень полезны в игре, они дают различные свойства вам дополнительные, в основном, когда вы выполняете какое-либо действие. То есть, например, вот здесь, вот, когда вы делаете действие аутсорс, вы можете заплатить 4 дополнительных денежки, чтобы получить себе один дополнительный жетончик мерча и 2 жетона хайпа. Про них мы поговорим еще отдельно. А вот здесь вот, например, если вы делаете действие нетворкинг, вот это, вы получаете плюс 3 денежки и можете заплатить 2 денежки, чтобы взять себе еще один жетон мерча. Но не все эти действия направлены на мерч. Некоторые карты будут вам просто усилять те действия, в которые вы отправились. Вот этой карточкой, например, вот здесь вы будете брать себе 2 дополнительных кусочка сценария и при этом еще получите одну краску. То есть эти карты прям очень важны, и нельзя сказать, что вот это действие бесполезное. При этом вы еще можете получить себе 3 жетона хайпа, если пойдете вот в эту клеточку профессионалом, прям так, сотрудникам, которые на куражах. Пойти сюда, это значит, мы идем и берем, продюсер нанимает новых художников, новых иллюстраторов, новых, возможно, даже директоров и так далее. И вы из тех карт, которые вам доступны вот здесь, выберите себе нового члена персонала. Все это уникальные карточки с уникальными иллюстрациями и уникальными специальными способностями. Некоторые эти специальные способности будут давать вам бонусные очки, когда вы производите аниме определенного типа по определенному сценарию. Некоторые будут давать вам определенные плюшки, например, как вот это вот во время релиза, то есть она будет вам давать денежки за потраченные жетоны хайпа. Некоторые будут давать вам множество различных бонусов в зависимости от того, что вы сделали. То есть, например, вот этот вот персонаж, этот директор говорит вам о том, что вы получите 3 дополнительных сердечка. Мы про них еще поговорим позже. Если вы снимаете фэнтези или снимаете научную фантастику, а если у вас и фэнтези, и научная фантастика замешаны вместе в один ваш продукт, то, соответственно, вы получите себе 6 дополнительных сердечек. А вот это, например, говорит, что на релизе, если вы снимаете аниме вот в этом тренде, то получите 5 дополнительных сердечек к тем 2 сердечкам, если вы снимаете себе аниме про жизнь. То есть этих персонажей достаточно много, и их можно подбирать себе для того, чтобы у вас получали всякие камбушечки, и вы накручивали себе все больше, больше и больше. Проблема с сотрудниками в том, что базовых сотрудников и продвинутых сотрудников надо оплачивать. Они хотят получать деньги за свою работу. И базовые сотрудники в конце каждого хода обойдутся вам в 1 денежку, а вот продвинутые обойдутся в 2 денежки. Поэтому набирать с самого начала новых сотрудников себе не самая, возможно, лучшая идея. И есть еще один важный момент в том, что если вы берете именно новую карточку себе сотрудника, то есть, например, я подложу себе еще одного художника сюда, то жетон я на него сразу не выкладываю, он положит туда только в начале раунда. А вот если бы я положил его сюда, и здесь был бы 1 жетон, и жетон останется, и я смогу этим сотрудникам уже как продвинутым идти в клеточку и получить себе бонусы в этот ход. Вам нужно еще и в этом плане думать. Вы хотите себе больше действий и больше жетонов в следующий ход и платить прям сильно больше, или вы хотите себе прям получить дополнительные действия в этот ход и платить не сильно больше в конце раунда. И, соответственно, есть 2 разных действия на написание сценария. Это write и research, то есть исследование и написание. Они немножко по-разному взаимодействуют вот с этими жетонами. У нас есть 3 типа жетонов. Это сеттинг, это сюжет и это сюжетный поворот. Прикольно то, что все эти жетончики имеют некоторое описание небольшое. То есть, например, вот здесь вот мы могли бы взять себе за сеттинг сообщество стимпанковое или фольклорный ужастик. Потом добавить ему сюжет в виде того, что, например, ученый
запустил какую-то катастрофу. Или, например, что одинокий, выживший в резне, ищет силы для того, чтобы отомстить и защищать слабых. Или, например, вот могли взять себе сюжетные повороты, то, что у нашего персонажа главного есть проклятие, которое трансформирует его тело. Или, например, что наша главная героиня влюбилась не в того парня. Все они разные, здесь 45 жетонов, каждый из них дает вам разные варианты того, какой у вас может быть сюжетик. И когда вы снимете свое аниме, можете даже рассказать о том, что в нем было. То есть, например, здесь про вуз можно, здесь можно про турнир боевых искусств и так далее. Разные можно анимешки снимать. Так вот, в зависимости от того, в какой вы из них пойдете, вы вскроете либо 1, либо 3 новых жетона и заберете себе либо 1, либо 2 их. Но если вы пойдете туда продвинутыми товарищами, то берете себе больше. И, например, я взял бы себе вот этот вот. И если прошел по продвинутым персонажам, взял бы еще вот этот вот себе жетончик. Изначально выложил бы их сюда. Потом я, соответственно, мог бы сказать, что вот я начал все-таки делать аниме про боевые искусства и отправиться своим зеленым персонажем вот сюда, чтобы, с учетом того, что у меня уже есть один кусочек сценария, получить себе одну красочку. Ну, например. Вот эта клеточка называется руководство деятельностью, Strategize. И здесь вы, как и здесь, то есть, когда вы нанимаете нового сотрудника, вы должны были заплатить денежку. Так и здесь вы должны заплатить 2 денежки. И у вас есть 4 действия на выбор. Это взять жетон первого игрока. А здесь жетон первого игрока – это очень-очень важная вещь. Потому что, когда вы играете первым игроком, во-первых, вы будете первым снимать аниме и выбирать себе тренд, по которому хотите его снять. И вы поймете позже немножечко, когда буду рассказывать про съемки, почему это важно. А во-вторых, вы будете первыми закрывать различные ачивки, которые вы получили во время съемки своего аниме. Но и при этом, если вы выполнили какое-то действие, оно закрывается до следующего раунда. Также можно активировать один кусочек мерча. Это значит переложить жетончик отсюда вот сюда и начать получать пассивный доход, так сказать, в ходе фазы поддержки. Здесь также можно себе улучшить одного из сотрудников, взяв отсюда карту, или получить себе хайпа, в зависимости от того, сколько у вас улучшенных сотрудников. Это, в принципе, все 7 действий, которые вам доступны в ходе игры. Но есть еще один интересный момент. В том, что если, например, другие игроки сходили сюда дважды, а они так могут сделать, например, отправив сначала продюсера, а потом, например, директора сюда, то если вы играете втроем, у нас здесь есть дополнительная плата за то, что вы отправляете сюда. То есть, да, если я пойду сюда, мне нужно будет доплатить 2 монетки при игре втроем. И поэтому здесь есть некоторая гонка за тем, кто какие места займет раньше. Во-первых, из этих колод уходят карточки, которые могут вам быть полезны. Из этих колод уходят жетончики, которые вам могут быть полезны. Да еще, если вы поздно пришли, еще и денег придется заплатить. А деньги здесь, особенно в первые 3 раунда, а игра играется 4 раунда, это очень-очень важный ресурс, который вам постоянно будет не хватать, если вы не построили себе денежный движок, а снимали крутое аниме в это время. То есть, если вы идете поздно, то придется доплатить. И иногда это очень важно, потому что если вам денег не хватает, вы лезете в долги. Долги – это такие вот специальные карты, которые, с одной стороны, дают вам деньги, но с другой стороны, выплачивать их дороже, то есть вы получаете 7, а выплатить надо будет 8. При этом каждый раунд сумма долга будет расти, потому что у него накапливаются проценты, а в конце они дают вам минус 2 победных очка, что достаточно много. Итак, мы сделали все, что можно. Например, взяли себе там еще лишнюю красочку одну дополнительно где-то нарыли и так далее. И переходим, все игроки закончили все свои действия, переходим к фазе съемки аниме. Я как первый игрок обозначаю, что у меня будет аниме про турнир единоборств. По сюжету у меня я спасаю загадочного ребенка от злой организации и теперь должен защищать его, ну, видимо, в ходе турнира. И сюжетным поворотом у меня будет, что я должен объединиться со своим врагом, чтобы уничтожить общую угрозу. Ну, то есть, видимо, в конце, в финале мы с тем чуваком, который меня булил, не знаю, там в школе или как раз преследовал этого ребенка, должны победить самого главного злодея, что-то типа того. И мы начинаем снимать аниме. У нас есть 3 тренда. Будущий тренд, активный тренд и увядающий тренд. И я как первый игрок говорю, что я буду снимать вот в этом тренде. Дальше мы смотрим. Если у меня совпадают мои 3 кусочка сценария с теми кусочками сценария, которые здесь есть, они совпадают, я получаю себе 3. Умножаю их на количество красок, которые у меня есть, и получаю 6. Я получил себе 6 сердечек. При этом я первый снял в этом тренде, поэтому получаю еще дополнительное сердечко в виде 4 штучек. И дальше, кто будет снимать в этом тренде, уже не так модно это будет, и поэтому он эти сердечки не получит. Итого у меня 6 плюс 4 – 10. И я смотрю, на 10 я получу себе 4 денежки и 2 победных очка. Если бы у меня были жетончики хайпа, это местная такая валюта, я мог поменять их на дополнительные сердечки, например, сбросив 5 жетончиков хайпа, чтобы поднять себе до 15 и получить себе 5 денег и 4 победных очка, что было, в принципе, неплохо. Но жетоны хайпа – это достаточно дорогое удовольствие, за них можно покупать, во-первых, мерч,
который потом может переводить сюда и который будет приносить и победные очки, и деньги. А также за них можно будет в любой момент получить деньги. То есть вы сбрасываете жетончики, получаете деньги, и нет необходимости лезть в долги. Ну, допустим, я получил 2 победных очка и 4 денежки. Мой фильм уходит в снятое. То есть, да, этими сценариями я больше пользоваться не смогу, мне в следующем раунде придется набирать новые сценарии. Но также давайте посмотрим, у меня есть некоторые цели, которые я хотел бы выполнить. Если бы я снял все-таки на 15 сердечек себе фильм, используя всего 4 членов персонала, я получил бы еще вот этот бонус и вот этот бонус. При этом момент в том, что вот эти бонусы, они одноразовые по факту, я должен был взять свой жетон, закрыть его. Если бы другой игрок получил бы тот же самый бонус, вот этот бонус он бы уже не получил. То есть здесь важно, кто снимает первым, для того, чтобы сгрести все сливки со съемки. Вы выпустили первыми фильм, и все остальные фильмы кажутся уже вторичными по сравнению с вами, если они похожи на ваш. Фазу поддержки. Вот эти карточки заменяются. Вот эти карточки съезжают на пустые места, а выполненные сбрасываются. Вот эта карточка уходит. Текущий тренд становится у нас увядающим. Будущий тренд становится активным, и открывается новая карточка. На нее выкладывается 4 сердечка, и мы продолжаем второй раунд. Все жетоны разобрали и так далее. Хотел бы обратить внимание на карты аниме, на карты трендов. Это богически просто оформленные карты с великолепными иллюстрациями от крутого художника. И они все разные по требованиям, да. Эти требования можно либо соблюдать частично, либо не соблюдать вообще. Если вы соблюдаете их частично, вы получите себе просто меньший множитель. Но, как вы знаете, аниме культура очень специфическая, и если вы снимаете себе аниме, которое не подпадает ни под один из трендов, вы снимаете культовое аниме и получаете себе тот же самый множитель на 3. То есть в данном случае, если бы я, например, снял все полностью из хоррора, то есть из коричневых жетончиков, то я снял бы культовое аниме и получил себе тот же самый множитель на 3. Крашки, конечно же, тоже в конце раунда сбрасываются, если что. В итоге игра очень кризисная, потому что вам постоянно чего-то не хватает, вам постоянно хочется занять клетки раньше других, но иногда вам это невыгодно сделать прямо сейчас. Вам очень часто хотелось бы нанять себе новых членов команды, но вы понимаете, что за них придется платить в конце раунда. В конце раунда вы должны оплатить, во-первых, членов команды своей, по одной монетке за базового и по 2 за продвинутых. Вы должны будете либо выплатить долг, либо поднять его стоимость. Вы должны будете забрать жетончик, как я уже сказал, и это тратит ваши ресурсы, которые вам могут пригодиться на игровом поле в следующем раунде. Игра очень тематичная и сделана с огромной любовью к деталям. Кроме того, что у всех этих вот персонажей разные иллюстрации, каждый из них еще имеет отдельное название. У вас здесь очень приятно рассматривать игровое поле, потому что там все время что-то на нем происходит. У вас различные картинки к нему. У вас различные аниме, различные части сценариев. Вы можете, как я уже сказал, рассказывать историю про то, что за аниме вы сняли. И каждый раунд в игре при этом механически очень интересен, несмотря на то, что базовые механики достаточно простые. Вы размещаете жетончик, выполняете действия. Но вот то, как вы свяжете между собой эти действия, в какой последовательности вы их сделаете, в какой последовательности вы будете получать от них бонусы, это максимально важно для вашей стратегии. То есть, например, что я мог бы в игре сделать, прям вот какую камбушку небольшую закрутить? Я мог бы отправить своего директора вот сюда, заплатив 2 денежки для того, чтобы улучшить своего красного персонажа. Улучшил красного персонажа сюда. Потом отправил красного персонажа вот сюда, а у него как раз бонус на действие Strategize, ну вот это вот на стратегическое действие. За это я заплатил бы 2 денежки и улучшил бы себе зеленого персонажа, вот так вот. Получил бы за то, что я отправил туда продвинутого персонажа, 1 карточку, плюс за его действие получил бы еще 1 карточку, плюс за то, что он дает 2 денежки, получил бы еще 2 денежки себе. И следующим своим ходом уже продвинутого зеленого персонажа отправил бы вот сюда. И он бы мне дал вместо 1 краски 2 краски. А еще в фазу релиза дал бы еще 1 дополнительную краску, еще 2 жетона хайпа и еще 2 сердечка, если бы я при этом снимал бы хоррор себе. То есть это вот такая вот камбушка получилась бы, которую я задумал. И у меня остался бы 1 персонаж для того, чтобы пойти куда-то и взять себе кусочки сценариев. Или, например, если бы они у меня уже были, то набрать еще больше красок для того, чтобы умножить себе множитель. То есть здесь в игре всегда есть где подумать, всегда есть над чем поразмыслить, и это такое хорошее, крепкое евро с несложными правилами, но достаточно глубоким игровым процессом и хорошей тематичностью и атмосферностью. При этом, если вы хотите добавить себе сами атмосферности, то вы, конечно, всегда можете это сделать за счет того, что вы рассказываете, какие аниме вы снимаете. А ко всему этому подумайте, что еще и могут добавиться карточки. И могли быть карточки, например, которые у меня
на вот этом действии давали бы мне какие-то дополнительные бонусы, и я получил бы еще больше всего. При этом интересно то, что можно идти, в принципе, играть и через долги, то есть вы не сильно заботитесь о своем финансовом благосостоянии, если вы снимаете крутые фильмы и стараетесь выполнить вот эти цели, вы получаете много очков, которые потом могут компенсироваться вашими долгами. Но, с другой стороны, это не самая грамотная, может быть, стратегия, потому что не всегда все может пойти так, как вы задумывали. Поэтому с долгами будьте осторожны, они иногда могут вас выручить, но могут сыграть с вами плохую шутку в конце игры. В конце игры каждый игрок смотрит на свои победные очки, сколько у него было, и из них вычитает очки за долги, столько очков у него есть. Но интересная фишка с этой игрой в том, что у нее трек всего на 29 победных очков, то есть вот 29. И если вы получаете больше победных очков, и должны получить, вы получаете уже деньги. И вот деньги в конце игры являются тайбрейкером, то есть при ничьей, если у нескольких игроков 29 победных очков, то выигрывает из них тот, у кого больше денег. Или если у вас, в принципе, равное количество победных очков, то выиграет тот, у кого больше денег. Но если вы двигаете трек дальше, то вы получаете больше денег. Так что, если хотите себе хорошую евроигру с необычными механиками, дополнительных бонусов за продвинутых персонажей, за построение себе вот здесь планшетика немножко, с некоторыми комбо-вомбо и так далее, при этом в необычной тематике и с классным оформлением, то могу посоветовать вам Джисоги, вам она наверняка в этом подойдет. Ну а если вы фанат аниме, то брать игру просто обязательно. И это все на сегодня. С вами был Юра, вы смотрели Geek Media. Всем пока!